обычно день начинает. Сегодня он начался без этого. Доброе утро. У нас сегодня обычный день в автодоме с детьми. Владюш, как у нас обычный день проходит? У нас начинается с просыпания. Погода хорошая, солнечная. Сегодня опять, наверное, будет градусов 25-26 на солнце. С утра уже в доме начинается жара, нужно проветривать. Мы уже 3 месяца живем в автодоме, и нам нравится путешествовать. Яся, тебе нравится? Да, Хотели бы в детский сад ходить побыстрее? не очень. А что вам нравится именно в автодоме, в путешествиях? Ну вот, именно что нравится? Ну, автодом нравится. Нравится, что мы можем выходить на крышу. Да. Вы хотите на крышу выйти? Мы хотим походить по... Да. Ну, пойдем. Ну, ладно. Только без сосисок. Ну вот мы залезли на крышу. Видно отсюда горы. Красиво. Только вон там огни на той скале. Там мы были, ходили на огни Химеры, да? Да. А зачем вам на крышу понадобилось с утра залезать? Да вот просто. Проветриться вдруг там. Что там? За волками гонялись собаки, она сказала. Она сказала, вдруг там за волками гонялись собаки. На завтрак что хотите? Мы пока не знаем, ну... Жареные сосиски. Жареные сосиски. Опять? Мы каждый день эти сосиски едим. И их довольно мало очень. Каждый день с Машей у нас начинается с уборки. Нужно застелить все постели, помыть посуду, приготовить еду. И после этого мы можем уже немного заняться своими делами, выпить кофе, поработать и идти на пляж. Стой, папа, нам сегодня нельзя на пляж. Почему? Потому что утром у меня был кашель. Ну, мы же не будем купаться, просто посидите на пляже. Ну чего там, песок горячий. Очень сильно. Ноги будет обжигать как. На каждой стоянке у детей заводится свой питомец, бездомная собака. Эта собака у вас на первом месте, да? Да. А вчера был кот на первом месте, который ходил прямо у нас дома. Сейчас я открою дверь, и Чапа сразу побежит сюда. Спорим? Да. Давайте, я открываю дверь, смотрите на Чапу. Чапа! Дай посмотреть. Чапа! Чапа! Она хочет есть. Босиком по песку, тапки ничего не одели, как всегда. Очень хорошая, такса очень голодная. Такса заметила банку. Давай я еду. А где у него миска? А нужна какая-то ложка. Давай я вытрясу. Хауш. Весь? Ты не все высыпал? Да давай ей, ладно, хватит назад. Папа, ты не все высыпал? Скажи. Не все, не все. Еще осталось вон сколько. Такса очень любит кусочки. Еще по Дай чуть-чуть. посмотреть. Здорово, что просыпаешься каждый день, а за окном красивейший вид, горы, деревья, леса, голубое небо. Он домой за... А это еще что за кошка у нас завелась? Это котофей, который постоянно ласкается и ходит домой. Давайте выгоняйте его. Ну не так, а аккуратненько выгоняйте. Возьми его на ручки. Как? Да. Ты огромный. Иди. Эй, нет! Раскается к моей ноге он. Нет. Уходи, котофей. Ее. Забирай его. Кот дома. Так, забирай. Наблюдший. Кот дома. Вцепился за... Кот дома. Давайте, забирайте кота, выносите его за автодом. Кыш.
Влада. У нас есть одно неотложное дело с утра. У нас закончилась вода. Воды нет, последняя капля. Сейчас поедем через всю деревню. Там есть кран с водой, заправимся. Какие у нас новости еще по технической части? У нас умер передний аккумулятор, который под капотом находится. Машина с него не заводится. Поэтому мы переключили всю систему на те аккумуляторы, которые находятся в рундуках. Еще у нас новая проблема с жилым модулем. Значит, мы складывали маркизу, и Маша не удержала ее. То есть там за веревку надо ее держать, чтобы она очень резко не сложилась. Но ее не удержала. И в итоге у нас вырвало здесь крепление. Ну, пока вроде держится. Нам главное до России, чтобы это все не отвалилось. И в России уже будем заниматься ремонтом. Ты чего? Надо вот этот велосипед наш поставить, чтобы вместе не заняли. Сегодня это последний день, который мы стоим в Чаралы. С завтрашнего дня обещают ухудшение погоды. Похолодает до плюс 15. Еще говорят, что может быть пыльная буря из Африки придет. В новостях было. В Стамбуле вообще дышать невозможно будет 80%. В новостях было, что и цунами будет тоже. Смотри, опять дорогу перебегает. Видно вам? Черепаха! Смотрите, как быстро. Раз. Под машину побежал. Все, идите назад. Маш, тут какой-то стоит автодом, видимо, тоже воду заправляет. Да. Ребята не заправляются, просто стоят здесь. Сейчас попросил их отъехать. Там шланг вот за ними. И нам нужно его будет подключить вот сюда. Перед тем, как отправляться в путь с Машей, мы пересмотрели кучу видео насчет того, как заливать воду, где сливать туалет. И вот там прям заядлые такие автодомщики. У них целая коробка с разными там фитингами, соединителями для шлангов. Нам с Машей за 3 месяца путешествия для того, чтобы залить воду в автодом, понадобилась только одна вещь. Вот это. Этого достаточно практически в 90% случаев. Ну все, воду мы подключили. Ну все, остается теперь только ждать. Минут 20-30 заливаются у нас полные баки. Заправили мы полные баки воды. Сейчас нам нужно набрать питьевой воды и слить серые баки. Маша уже включила стиралку и опять стирает. Целыми днями стирает. С детьми можно бесконечно стирать. А стиралка очень маленькая. Чтобы перестирать все, что у нас накопилось, нужно, наверное, стиралок 15 таких выстирать. Здесь сливаем всю серую воду возле леска на обочине. И после этого поедем набирать уже питьевую воду и обратно к нам на пляж. Чистейшая родниковая водичка.
малыши, все дела мы сделали. Вот подъезжаем к нам. Таксик вас ждет, не дождется. Вон он лежит. Как же мы будем уезжать? Как же вы вот его оставите, таксика? Не знаю. Купим ему собачий корм. Побольше такого. Ну ему здесь хорошо, тепло, есть друзья у него, да? Я хочу. Приезжают богатенькие на автодомах, его кормят всякими вкусненькими на разных, да? Ну, когда мы будем уезжать, давай мы ему купим собачий корм, скормим его ему и уедем. Конечно, мы ему устроим пир настоящий. Купим ему большой собачий корм. Вот Машин любимый аксессуар для автодома. Любимый, да. Продолжу, пойду стирать. Сейчас приготовим завтрак детишкам себе, выпьем кофейку и пойдем купаться. И Маша хотела вам рассказать, как мы познакомились. А здесь на самом деле очень просто рассказывать. Сидел я в подвале в парапланерной школе. Ой, вообще Приходит Маша. Перестань, да не так, ты что, прикалываешься, что А ли? как? Что, издеваешься? Так рассказывать? А как надо Так рассказать? сесть, поставить красивую камеру. Да? На пляже, конечно. Что ты? А, ну ладно. Это мне не укладываешь. Часто мы встречаем хороших людей на разных стоянках, а иногда нам попадаются очень хорошие, добрые собаки, да? И причем умные. То есть вот эта такса, она прямо умная. Я видел, как она играет с котами, дразнит их. Очень умная. Двор таксая. Очень хороший двор. Нет, подожди, пока не мешать. Спасибо, Маша, было очень вкусно. Классный бутерброд. Здоровья. Жалко, что один раз в год. Жалко, что пашот не получился. Надо учиться делать пашот. Спасибо, мама, за вкусный завтрак. Стой, а он вроде еще не закончился. После завтрака куда пойдем? Катайся на велике. Не, плавать пойдем. Ой, я на рукавнике с вами буду плавать. Будете плавать на рукавнике? Я буду. После такой готовки, стирки, очень приятно пойти поплавать. Ну что ты, Маншель, закончила свои дела? Да, шляпу искала. Откапывала под грудой шапок, теплых шарфов. Оказывается, она у нас была с собой. Надевай теперь камеру на лоб и плыви, показывай море, какое красивое. Хорошо. Очень хорошо, что мы слетали в Египет и все-таки здесь в марте остались, потому что март резко включил такую прям вот теплую погоду, и что мы что-то обгораем. И килька Влада просто. Килечка в томатном соусе. Ну я же плаваю. Я хочу до тебя плавать. До тебя. Мама идет вот сейчас плавать. О, тогда до мамы. Килечка, давай, плыви. Мама, чего ты? Что ты с ней? Здесь главное просто зайти быстренько.
меня брызгаешь, Келька. Прыгай на глубину. Вы знаете, что, малыши, самое главное зайти, а потом уже тепло, нагреваешься, привыкаешь. Самое главное быстренько забежать. Вот смотрите, как надо. Вот так вот. Раз, два, три. Ой. Сначала, конечно, кажется холодно, но потом привыкаешь. Особенно, когда долго плывешь, кажется, верхний слой прям совсем теплым. Сегодня, правда, что-то не очень чистая водичка. Вот вчера была прям кристальная. Сегодня какая-то пленка на воде присутствует. Мы это еще с Лерой, когда плавали, заметили. Местами вот пленочка появляется. Это, не знаю, возможно, того, что речка сюда впадает. Вон та. Там речка. И она прям такая зелененькая речка вся. Вот. Но здесь вот до буйков, вон буйки вдалеке, аж вон там у скалы. Мы вчера до них плавали. Вот. И здесь видно дно на протяжении всего пути, так сказать. Наверное, 3 метра, не больше глубина. Вон там классно горы в такой туманной дымке сегодня. Классно выглядят. Ребята вроде собираются сегодня на каяке расчехлить свой каяк, который еще за поездку ни разу не расчехляли. И куда-нибудь на нем сплавать. Думаю, что на каяке здесь прикольно, потому что вон там есть такие отдельные скалы в воде. И к ним возят на катерах, яхтах. Там тоже очень красиво. Ну, за этой скалой тоже мы на дроне летали, на дроне. Там тоже красотища. Вот. И вода вот сейчас прям реально теплая, кажется, очень. Плывешь, прям супер. А еще она прямо держит. Я вчера проводила эксперимент, просто легла на воду вообще. Ни рукой, ни ногой не повела. И просто лежишь и держишься на воде. Пока всем приготовишь, пока всю посуду потом вымоешь, пока там весь бардак разберешь, который перманентный просто. Можно убираться. И уже через час опять бардак. Вот. Все это, конечно, уже начинает выводить. А потом приходишь в эту красоту, и все отступает. Все это раздражение, вся эта бытовуха на задний план. И вот так плаваешь и наслаждаешься. Он Есек у нас заплыв сейчас будет проводить с маской. Не пугать, да? Сейчас мы на него залезем сверху. Верхом. Нет. Мы веселые медузы. Пара-бара-бам. Я спою песню свою любимую. Ты не поешь. А где твои сестры-то? В речке опять не появляются? Все, прекращай. Все, хватит. Хватит. Ладно, хватит меня пасть. Да что ж такое-то, а? Забирайте вашу Владу. Влада у нас хорошо очень плавает. Еще на Шри-Ланке научилась. Яси уже в бассейнах нормально в очках. Слава пока вот в 2 нарукавниках. Ну что, малыши, наплавались? Нет. Кушать хотите? Нет. Давайте плавайте, у нас сегодня крайний день здесь. Потом уезжаем. Я к маме. Глаза открывай, Влада. Не плыви. Ты помнишь, как под водой плавать? Нет, не помнишь? Забыла уже? Выдох в воду, Влада. Ленивая рыба. Если устала, давай выдох в воду и поплыла. Только не снимайте на рукавники. Ладно. Песочек нам потом закопать. еще плаваешь. Горячий песок. А там А он реально горячий. Здесь мы всегда сначала хрен заставишь, а потом хрен вытащишь. И мы с мамами тоже так же. я не хочу. Мама, не заскучаешь. Мама, не заскучаешь.
А, не надо, не надо. У нас тут зашел разговор о том, кто кем станет, когда вырастет. Ясь, ты кем хочешь стать? Булочником. 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 Влад, ты кем? Художником. Кого рисовать? Собака кошек. А ты, Славен, кем хочешь стать? Я хочу стать шахтером, который называется Супер Въезд. Ну а ты, мам, кем хочешь стать? Просто обычной мамой. Может, блогером? Я чтобы просто заработать обычной. миллионы Просто денег? обычной мамой хочу стать. Ты так уже просто обычная мама. Она супер мама-блогер. Не, на блогера, мне кажется, у нас похож все-таки больше папа. Особенно в шляпе на фоне гор. После пляжа мы приляжем. После не пляжа у приляжем, нас к сожалению. обед. Покажи тарелки, которые ты купила. Ну, их не видно под супом. Вот такие тарелки ручной работы турецкие. Купили. Очень удобно для супа. Вот, но узор будет видно, когда маленькие съедят. Как только заканчивается один суп, нам уже нужно варить следующий. Вот уже борщ у нас наготове. Кастрюли супа нам хватает. Славен, на сколько дней? Славен, на сколько дней хватает? Слав, хватит мыть? М? На 2 дня хватило. Вчера только утром варила я суп. Сегодня нужно доварить А если другой. папа бы не ел суп, на сколько хватало? Ну, на день побольше, наверное. Здесь в Чаралы проблема с большими магазинами, и поэтому продуктовый набор очень ограничен. В основном мы покупаем овощи, фрукты, курицу, хлеб. Ну и больше здесь и нечего купить, да, Маш? Угу. По сосискам соскучились, по российским. По пельмешкам вкусным, по творогу. Где мой жареный хлеб? Что? Какой? Его нету? Хлеб там на сковороде у папы, спроси. Папа, дай мне мой жареный хлеб. Мой жареный хлеб. Ну вот так. Стоим мы на пляже. Как вы еще знаете, мы стоим на пляже. Купаемся на море мы. Нам тут вообще приятно стоять. Даже уезжать не хочется. Но придется нам завтра уезжать. У нас есть новый друг. Сейчас я вам его покажу, когда дойду. Его зовут Чапик, и он очень умный пес. Вот и Слава с нашим новым другом. Вот он такой у нас. А Чап... Чапа, посмотри в камеру. Чапик у нас с Милой очень. Мне он нравится. И мне. Вот такие у нас хлопушки. Завтра утром мы планируем выезжать в сторону Памуккале. Здесь мы уже в Чаралы задержались очень долго, 10 дней. И это очень непривычно, потому что мы никогда так долго не оставались на одном месте. Дети. Ай, кусаются. Ай. Простите, жопами сдал. У детей в определенный момент времени начинают кипеть мозги, закипать. Температура повышается, и им нужно срочно поспать. Если они не поспят, начинаются истерики, недовольство. Владен, ложись, поспи. Пойдешь поспать? А Яся у нас жить не может без апельсина. Смотрите, сколько уже съела. Ясь, ну может хватит? Ясь. Я подал мусорку. Ой, молодец. Только не опрокинь мимо, ладно? Аккуратно неси. За каждое слово она будет ныть мне. Обнылась вся уже. Целыми днями ноет. Каждый день. Скоро в сад, ладно. Приедем, пойдете. Вы успокоились? Все хорошо? Кататься поедете? Поедем. Сейчас досмотрим только. Очень жарко. У нас открыты все люки. Включены вентиляторы. Открыты двери. Очень жарко. Здесь не хватает по-любому какой-то вентилятор. Через 5 дней плюс 9 днем обещают. Вообще сложно поверить, как такое может быть. Сейчас солнышко зайдет, и мы поедем, покатаемся на велосипедах.
Чапа тут всех мотоциклистов, машина гоняет, все и пугаются ее. Но это бездомная собака, я ей говорю, Чапа, не надо. И эти люди думают, что это моя собака. Маш, достань ей косточку, Поэтому давай лучше косточку. молчи. Косточку давай из борща куриного. Надо достать что-то. Ты ему хочешь. Вот так бездомную собаку прикормишь, она считает, что ее обязанность это охранять автодом. Она сидит здесь круглые сутки рядом с нами. Если кто-то проезжает, начинает гавкать, бегать за машинами, исполняет свои служебные обязанности бездомного пса. Очень хороший таксик вообще-то. Я же не говорю, что он плохой, очень хороший. Сейчас ему косточку мама вынет из супа и оставим ее, чтобы она остыла, и вечером ему дадим. Так он подождет сам, чтобы одна остыла в миске, она у него остынет и все. А еще мы ездим на велосипеде вечером по поселку, и он за нами бегает всю дорогу, 10 километров бежит. Мы ему сегодня устроим пир. Он такой хороший. Вот он как делает. Купил новые тапки за 1000 лир, ну где-то 2700 рублей. Пожалел на кроксы оригинально, они стоили 2000 лир. Маша говорит, купи, купи. В общем, прошло вот 10 дней, у них уже отвалился задник, вот эта часть, отвалилась вот эта часть, то есть выброшенные на ветер деньги. Хотя в магазине смотрели, Маша говорит, нормальное качество, типа можно брать. В общем, видимо, мне придется все-таки покупать настоящие оригинальные кроксы. А ты хочешь настоящие оригинальные кроксы? Нет, у Любимая меня, жена. я аккуратно ношу, у меня мои вот эти кроксы очень хорошо себя чувствуют. Ничего не отвалилось до сих пор. Уже им не знаю сколько, 2-й год, наверное. Чапа любит вместо соли посыпать все еду свою Песком? Да. Ну, надеюсь, оно будет. Чапа, изысканное блюдо, изысканный обед. Косточки. Есть, кстати, может, такое высказывание, что если до 40 лет дом не наполнится детским смехом, он наполнится кошмарами. Ты как считаешь? Ну, я думаю, это правильно, да. Причем Наверное, неважно, много. причем неважно, чьи это дети. Ну как это? Но можно усыновить цыганенка, если нет Ну, своих если детей. ты усыновляешь, он уже твой, значит? Ну да, но я имею в виду, что биологически неважно. То Ну, есть, конечно, начнут плодиться тараканы в голове и все прочее. А так на тараканов нет ни места, ни времени, ничего. Только детишками заниматься. Есть время. Какие тараканы, их здесь нет. говорят просто так, что если квартира или дом до 40 лет не наполняется детскими криками, то он наполняется вместо этого кошмарами. Ты согласна с этим высказыванием? Ну да. А ты поняла хоть? Нет. А что соглашаешься тогда? Ну тогда скажи. Кошмар это что такое? Это очень что-то нехорошее. И чего бояться? Это значит, Влад, что если ты детей не заведешь, а будешь одна жить, то у тебя кошмары поселятся в доме. Поэтому заводи детишек. Ладно. Папа, какие тебе сны страшные приснились? Я не спала. Нет, вчера ты рассказывала, какие тебе кошмары приснились, ты ночью плакала? Как меня украли, и мама и папа не смогли меня спасти, посадили меня в клетку. Ужас какой. А какой второй? Руку убери, Я собирала кучку, и страшный краб меня ушипнул. А какой страшный сон? А страшнее, как меня съел монстр. А монстры бывают, Слав, в реальности или нет? Слава, когда приснился Влада второй сон про краба, она скочила, начала орать, пищать посреди ночи. Ты не проснулась? Да. Я не спала в то время. Я вообще не спала. Ну ты помнишь, значит, как она начала визжать? Мама, может быть, тебе показать? Ты не была в ее сне? У тебя другой сон был? Я в нее с ней не была. Я не спала. Я все это видела. Что она орет, а вы там спите. Я все видела. Я не спала вообще. Но это нормально вообще. Ну, детишки, мы сейчас хотим выпить с мамой кофе и отправляться вместе с Чапой на нашу...
И на кого? Все. Велопрогулку. Маша, я уже 3 раза сегодня целую раковину посуды помыл. Вот сколько надо воды, чтобы вот это все перемыть? Вы мне ставите и ставите, ставите и ставите, ставите и ставите эту посуду. Ну и что А нам? у меня уже все руки стерлись. Ну так можно завести посудомойку. Вон у ребят посудомойка стоит в автодоме, в прицепе. Я думаю, вот эти посудомойки вообще не отмывают посуду. Почему? Отмывают? Они, говорит, только ей пользуются. Ну просто я даже дома не привыкла, если честно, посудомойкой пользоваться. Потому что она моет долго, а посуда нужна постоянно. Нужно либо много посуды иметь. Молочко подогреем, Маша, ты такая красная, просто как пушечка, краснокожая. Ну, я рада. Я люблю загорать. Ну, когда я загорелая, мне нравится. Главное, чтобы кожа не слезла. Турки готовят еду на открытом огне. Солнце заходит за горой. Тишина практически и спокойствие, если бы там яхты еще не ремонтировали. Но они скоро закончат. Маша сегодня хочет пожечь костер и вам рассказать о том, как мы познакомились. Я не знаю, кому это интересно, но она почему-то хочет это сделать. Я хочу разнообразить контент. А то все супы, дети да дети. Ну, кто чем богат. У нас же канал, Маша, о том, как можно путешествовать с 3 детьми. Правильно? Об этом? Чапика. Да. Мама Ну, значит, надо одних детей снимать. Тот обладал задушивает Чапика. Ну и что я могу сделать? Это бездомные собаки есть. И он кашляет. Да не душил никто никого, они играют так. Играют, разве Чапик задыхался? Удочка сломалась, Маша, тапки сломались. Настроение у меня сегодня плохое. Ну сейчас это у Чапика будет При том, что Уже пора привыкнуть, что у тебя всегда все ломается. Тебе же нравится, когда у тебя все ломается, мне кажется. Без этого тебе скучно нравится, жить. Мне когда у нет. тебя все ломается. Вот. А если бы не нравилось, тогда бы ты был аккуратнее. Что? Если хотела меня ударить большим камнем. Яся, это правда? А ну-ка, не копайте, там пыльно очень. А ну отойди оттуда. Ой. Ну вот, устроили соревнования, кто дольше на месте продержится на велосипеде. Равновесие продержит. Сейчас, походу, папа сломает не только свои тапки, но еще и велик мой. Папа все это купил. Так что он может ломать все, что хочет. Угу. Может автодом сломать, может велик сломать. А потом пострадают от этого детишки, потому что вместо того, чтобы им купить красивые игрушечки или что-нибудь еще, мы будем покупать новый автодом. У нас вечер наступил. Мы разожгли костер. Съездили в магазин. На велосипедах купили что на ужин, Маша, детям. Покажи. Покажи. Вот это очень вкусная рыба. Называется леврек. Здесь в Средиземном море водится. Нам очень понравилось. Ну да, ну стоит как форель, наверное. Ну, потому что мы ее в ресторане покупали. Ну и так в магазине тоже. Сейчас мы ее приготовим на углях для детишек. И еще Маша какой-то гарнир делает, да? Картошка, пюре. Детям настраивают проектор, чтобы посмотреть мультик. Квакают лягушки. Горит огонь. И очень красивое звездное небо. Поверженные псы стали бесправными домашними питомцами, прирученными, угнетенными. Куда же без новых псов? Все новые и новые псы. Есть у нас еще замороженные наггетсы. Не знаю, будет он есть или нет. Будешь замороженные наггетсы есть? Попробуй.
Ободу. Приятного аппетита, малыши. Спасибо. Спасибо. А у одного малыша что-то нет еды. Да. Потому что у мамы не 3 руки. Не 3 руки у мамы, только 2 всего лишь. Как приятно, когда дети хорошо кушают. Ну что, Маша, уложила своих деточек, накормила их. Теперь у тебя вот новый пришел. Как зовут хоть этого лабрадора? Не знаю, как зовут, очень его жалко. Он такой милый. Ой, какой пыльный. Всего лишь 4 наггетса, у тебя настоящий, добрый, большой, белый Ой, хороший, лабрадор. посмотри. Мягкий. Бедняжки, жалко их. Они, наверное, домашние были когда-то. А что их А жалеть? здесь людям не жалко выкидывать, видимо, собак, потому что тепло. Ну, действительно. Ну, как действительно? Они Ну, живут, жизнь потом здесь в бродят. удовольствие. Ну, не знаю, Ну, дом что было они- бы лучше, если они- бы она домашняя была. Ну, почему дом было бы лучше? Может быть, и лучше Кормили так вот. бы, смотри, какие грустные глаза. Ты что, не видишь, что автодомам прилипает, не хочет найти себе хозяина, Мгм. потому что он думает, сейчас ты его возьмешь, посадишь к себе в багажник. Ладно, хватит уже собак. Может, этих собак уже развелось у нас. Мы вот для вас, кто будет смотреть это видео, развели костер такой на турецком берегу. Чаралы. Специально привезли дров. Я уж думал, они не понадобятся, потому что жандармы здесь ездят. Есть таблички, что костры нельзя разводить. И Маша решила вас вот пригласить на эту уютную атмосферу с костром. Здесь светит луна полная, стоят яхты вокруг нашего автодома. И хотела вам рассказать одну страшную историю. Почему же страшно-то? Не страшная она была, веселая. Ну, это ты себя так недооцениваешь, потому что Нет. муж оказался в итоге тираном. Ты имеешь в виду, что Абьюзером. страшная история, да. Ну, если с такой позиции расценивать, наверное, страшная, да, история. В общем, история нашего знакомства. В общем, история такая. Сижу я в подвале, пью чай. В подвале парапланерного клуба. Заходит девушка. Я говорю, тебя как зовут? Она говорит, Маша. Я говорю, а меня зовут Герман. Ну и все, мне вот она сразу понравилась. Маша. Думаю, какая симпатичная девушка. Ну, думаю, ну, лоб слишком. Господи. Они теперь Тихо! покоя не дадут. Нельзя! Иди отсюда! Кш. Вот прикормил псов, теперь спать не дают людям. Я говорю, ну лоб, думаю, вот большой слишком. Вот все хорошо, но лоб большой. Ну Смешная ничего. уже шутка. А, Это моя просто, это мой комплекс. Раньше был, что у меня большой лоб, а теперь как бы он отпал. Но у тебя Ну, нос я- большой, ничего-то. Ну, он у меня был страшного. маленький раньше. Он просто вырос. Ну да, действительно, нос уже растет. Был маленький шанс у нас познакомиться. Если бы я, наверное, не была такой в тот момент, в то время безбашенной, не устроилась бы на обучение в парапланированную школу, которая находилась за 100 километров от моего места жительства, жила я на тот момент в Сергиевом Посаде, Московской области, а ездила в парапланированную школу в Одинцово. Маша ездила на лекции за 120-130 километров в одну сторону. И вот так мы познакомились. И потом было несколько выездов. Мы ездили вместе в разные летные места. И потом был выезд в Крым. Мы поехали туда по отдельности, мы тогда не общались, просто привет, пока. И там по прилету в Коктебель я снял семерку, старую машину в аренду. И на этой семерке передвигались по летным местам. И у меня был iPhone, и один раз на пляже я его потерял вечером. И вот мы с Машей поехали его искать. Вот мы нашли этот iPhone с ней на пляже, я на радостях ее поцеловал. А на обратном пути мы на этой семерке врезались в небольшое дерево. Ну, разбили машину по случайности. Ну, ладно, дерево, это был кустик. Ну, как Ну, хотя кустик? бампер Вот немножечко такое дерево это было. помялся. Вот такое. Да, бампер Это кустик? немножечко помялся. А! Понимай. Ну да, в общем, в прошлом мы были экстремалами, что теперь, наверное, Да ладно, совсем не какие так. мы экстремалы, Маша? ну не знаю, хотелось тогда. Да что ж собака такая? Гадкая, не Приласкай буду её. завтра кормить я её. Иди сюда. Да какие экстремалы, как какие экстремалы? Ну не знаю, тогда хотелось очень каких-то новых эмоций, впечатлений. Казалось, жить скучно, если ничего не происходит, что все какое-то однообразное. А сейчас вот хлебом не корми, дай такого однообразия, как тогда было. А его нету, потому что все время нужно что-то делать, все время и так какие-то нервотрепки случаются. Вот. А тогда специально хотелось себе нервишки-то пощекотать. Вот. Теперь уже, не знаю, мне уже не хочется, наверное.
Ну, время от времени разве что. Ну, тебе будут дети твои щекотать Так теперь, они когда вот и вырастут так и щекочут. начнут тоже. Они и так уже щекотят с самого рождения, поэтому я и говорю, что раньше этого не хватало, а теперь этого с избытком. Поэтому сейчас такое приятное вот времяпрепровождение, просто посидеть у костра под луной или полежать на пляже. Это вполне достаточно. Конечно, про планеризм это, наверное, не такой супер экстрим, там, как про парашютный спорт. Это даже, наверное, романтика тоже какая-то. И все эти виды, наслаждаться всеми этими видами с высока. Ну, я считаю, Маш, что с 3 детьми тоже ездить вот так вот на автодоме тоже своего рода экстрим. Ну, наверное. Все равно большие риски. Это не то, что дома сидеть с ними. Ну, риски вообще в жизни большие. Каждый день у всех большие риски. Особенно в наше-то время. Это всякое разное происходит. В общем-то, я рада, что у нас вот такая вот, ну, необычная, наверное, история знакомств. Если напыщенно, можно сказать, что нас свели небеса. Любовь к небу, любовь к полетам. Вот. А не сайт знакомств или там какие-нибудь друзья, как это часто бывает. Что-то много машин каких-то понаехало, выходные, что ли? Ну, конечно, сегодня воскресенье же. Только здесь закрыто ворота, вон там закрыты на эту лодочную станцию. Зачем они едут, не знаю, что ли, местные вроде. Может, костерочек надо тушить? Да не надо ничего тушить. Спасибо, ребят, что провели этот день с нами, что выслушали нас, сидя у костра. Вот, а сейчас хочется немножечко расслабиться, просто понаслаждаться луной и лодками, потому что скоро нам это место покидать. И собачками И очень милыми. собачками лающими. Надеюсь, ночью они это дело прекратят. Вот. Спокойной ночи.